Печень – самая крупная железа в организме человека. Она находится в правом подреберье под диафрагмой, граничит с желудком, правой почкой и петлями кишечника и состоит из двух основных долей и множества долек. Кровь к ней поступает по печёночной артерии и воротной вене, от органов желудочно-кишечного тракта, а оттекает от нее по печёночной вене. Также печень имеет систему желчных протоков, по которым желчь поступает в желчный пузырь и кишечник. Печень выполняет ряд жизненно важных функций, необходимых для нормального функционирования организма. Очистительную – очищение крови от микроорганизмов, токсинов, аллергенов, ядов, попадающих в печень по воротной вене от органов желудочно-кишечного тракта, удаление избытка гормонов, токсичных продуктов обмена веществ, синтетическую – образование белков крови, компонентов свертывающей и противосвертывающей систем крови, гормонов, ферментов, холестерина, жиров и их производных. Пищеварительную – синтез желчи, которая накапливается в желчном пузыре, попадает в кишечник по желчным протокам и участвует в переваривании жиров, депонирующую – хранение крови, гликогена, полисахарида, образованного молекулами глюкозы, жирорастворимых гормонов, витаминов и микроэлементов. Печень участвует во всех процессах обмена веществ, служит источником формирования желчи, выполняет фильтрационную функцию. Особенность течения заболеваний печени в том, что в органе отсутствуют болевые рецепторы. Болезнь протекает без выраженного болевого синдрома. Пациент ощущает боль только тогда, когда печень уже значительно увеличилась в размерах и спровоцировала растяжение печёночной капсулы. Большинство заболеваний печени протекают бессимптомно вплоть до появления серьезных осложнений. Тяжелые тканевые поражения печени, которые способны провоцировать боль и желтуху, возникают уже тогда, когда лечение становится сложным, длительным и малоэффективным. Как понять, что в работе печени есть сбой? Первое. Боль или тяжесть в области правого подреберья. Печень окружена оболочкой, так называемой капсулой, которая чутко реагирует на изменения размеров органа. Воспаление, вызванное алкоголем или избыточным поступлением жиров, приводит к увеличению железы. В ответ капсула печени растягивается, что вызывает боль, тяжесть и дискомфорт. Второе. Повышение веса. Печень участвует в обмене жиров и углеводов. Недостаточная физическая активность и слишком калорийная пища приводят к тому, что печень не успевает перерабатывать жиры и углеводы. Избыток откладывается в виде жира в печени, развивается жировой гепатоз и в подкожно-жировой клетчатке, особенно в областях живота и бедер. И то и другое находит свое отражение в лишних килограммах на весах. Третье. Тошнота или рвота. Когда печень не может справиться с токсинами, их количество в крови повышается. Избыточное количество эндогенных, образующихся в результате метаболизма различных веществ, и экзогенных токсинов, поступающих извне, приводит к развитию таких неприятных симптомов, как тошнота и рвота. Четвертое. Повышенная утомляемость. Повышенная утомляемость, сопровождающаяся низкой работоспособностью, тесно связана с заболеваниями печени и является наиболее частым и ранним симптомом печёночных патологий. Воспалительные вещества, образующиеся в гепатоцитах, способны воздействовать на передачу нервных сигналов в головном мозге. Это приводит к развитию повышенной утомляемости и снижению настроения. Пятое. Неприятный запах изо рта. Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о нарушении работы пищеварительной системы. Сладковатый, мышиный аромат может появляться, когда клетки печени не справляются с переработкой токсических веществ. Шестое. Желтушность кожи и глаз. Изменение нормального цвета глаз, кожи и слизистых оболочек на желтый цвет называют желтухой. Это состояние объясняется попаданием в кровь избытка билирубина, желтого пигмента, который образуется в результате разрушения гемоглобина. Например, гемоглобин может высвобождаться при гибели красных кровяных телец, эритроцитов, в печени. Желтуха может указывать на нарушение работы гепатоцитов и быть симптомом патологии, вызванной алкоголем. Помимо этого, желтуха может встречаться при вирусных гепатитах и лекарственных поражениях печени. Седьмое. Изменение цвета мочи и кала. Билирубин, желтый пигмент и один из главных компонентов желчи, присутствует не только в крови, но и в моче и кале. Билирубин выделяется с желчью в двенадцатиперстную кишку и под воздействием кишечных бактерий меняет цвет на коричневый. Этот коричневый пигмент и придает калу характерную окраску.
В моче же присутствует другой продукт обмена билирубина, придающий ей светло-желтый цвет. Некоторые печёночные патологии могут нарушать ее способность перерабатывать билирубин, из-за чего его значительное количество выводится через мочу, которая вследствие этого становится темной. С другой стороны, недостаточное поступление желчи сопровождается обесцвечиванием кала. 8. Отек ног. Подчас заболевания печени дают о себе знать только на поздних стадиях, например, при циррозе, когда нормальная печёночная ткань замещается соединительной. Отеки ног возникают в результате повышения давления в сосудах железы, портальная гипертензия и недостаточного образования белка альбумина. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани. 9. Быстрое появление синяков. Важнейшей функцией органа является образование белков. В ответ на хроническое употребление алкоголя или вируса печень перестает справляться со своей работой и начинает синтезировать меньше белков, регулирующих свертывание крови. В результате развивается геморрагический синдром. Его проявлениями являются беспричинные синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения. 10. Кожный зуд. Кожный зуд является симптомом аллергических заболеваний и проблем с печенью. Зуд возникает в ответ на раздражающие действия избыточного количества желчных кислот на кожу. Нередко кожный зуд и желтуха идут рука об руку или зуд предшествует желтухе. Каждый из этих признаков требует скорейшего обращения к врачу, который назначит необходимые виды исследований. Вирусы гепатита А, Б, С, Д и Е являются основными причинами заболеваний печени. Попадание вируса гепатита в организм сопровождается развитием острого или хронического воспаления в печени. Печень играет ключевую роль в обрабатывании лекарств и их выведении из организма. Именно поэтому печень очень чувствительна к интоксикации лекарственными препаратами. Лекарства могут напрямую повреждать клетки печени. При этом чем больше доза препарата, тем сильнее будут повреждены клетки печени и тем сложнее будет протекать процесс восстановления. Прямым повреждающим действием на клетки печени обладает парацетамол. Опасной дозой для печени взрослого человека является более 4 грамм парацетамола в день. Бесконтрольный прием практически всех лекарственных средств, особенно растительных средств и биологически активных добавок, может привести к повреждению печени. Употребление алкоголя приводит к более чем 200 нарушениям здоровья, связанных с болезнями и травмами. Длительный прием алкоголя отрицательно сказывается на работе всех органов. Однако печень наиболее подвержена влиянию алкоголя, поскольку именно в печени происходит обезвреживание этанола. На фоне алкоголя повреждение печени будет более выраженным и раньше даст о себе знать у людей с ожирением. Это объясняется значительно большим накоплением жиров в клетках печени. Печень обладает уникальной способностью к регенерации. При своевременно начатом лечении ее клетки могут полностью восстановиться. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Будьте здоровы!